То, что один человек бывает умнее другого, об этом знают даже дураки. В школе кто-то всегда умнее других, кто-то совсем не соображает, а кто-то имеет способности, но ленив, как тюлень. Разные дети, разные родители, разное воспитание. Мы все мечтаем передать своим детям в наследство не только просторный дом и толстый кошелек, но и красивую внешность, отменное здоровье и необыкновенный ум. Передать собственную глупость сыну и кривой нос дочери не хочется никому. Но как дело обстоит на самом деле? Передается ли ум по наследству, как цвет глаз или интеллект, или это мышца, подлежащая укреплению при помощи упражнений? Можно ли нарастить интеллект, как жир, поедая книги, подобно гамбургерам? Или ум, столь тонкая материя, что не поддается никакому научному обоснованию? Что такое ум сам по себе? Как измерить его глубину и ширину? Какие единицы измерения интеллекта приняты за эталон? Чтобы говорить об интеллекте, необходимо уяснить, что это за набор психологических инструментов, благодаря которому наш вид назвали человеком разумным. Интеллект или ум — это способность мозга обрабатывать информацию, использовать опыт, познавать мир и самого себя, что включает память, логику, восприятие, ощущение, мышление, воображение, навыки планирования и творческие способности. Быть умным значит уметь решать сложные жизненные проблемы самостоятельно, принимать точные решения, учитывать последствия и делать адекватные выводы в любой ситуации. Субъективное ощущение каждого человека не позволяет ему подозревать самого себя в глупости. Каждый из нас умен на свой лад. Люди могут жаловаться на недостаток денег или на невезение в любви, но мало кто признается в дискомфорте от тупости. Для определения того, кто из нас умен, сложно отыскать справедливого судью. Да и кто вправе определять, глуп я или нет? Как и я не вправе решать, умны ли вы. Объективная оценка умственных способностей долгое время была недоступна. Но в 20 веке учеными были разработаны тесты на интеллект, и с тех пор ум определяют по коэффициенту интеллекта – IQ, Intelligence Quotient. Существуют различные способы для определения IQ человека, но самый популярный в мире тест разработан английским ученым Гансом Айзенком. Многие из нас, пытаясь узнать показатели собственного ума, проходили этот тест. Некоторые, не поверив первому результату, проходили его повторно, а особо настойчивым требовалось не менее 3 раз, чтобы уяснить положение дел с уровнем своего интеллекта. Тест Айзенка достаточно сложен, и зачастую люди, проходящие его, ожидают получить результат повыше, ибо все мы хотим считать себя умнее. Существуют ученые, которые считают этот тест по определению IQ человека достаточно спорным. Но аттестация нобелевских лауреатов, проведенная в 1953 году Гансом Айзенком, подтвердила объективность его теста, так как средний IQ нобелиатов составил 166, что свидетельствовало об их неоспоримой гениальности по сравнению с нормой IQ среднестатистического человека в 100 единиц. И вот теперь, когда человечество научилось измерять ум, возникает ряд вопросов. Откуда он берется? Наследуем ли мы свой интеллект от умных родителей? Какое влияние имеют окружающая нас среда, уровень жизни, качество образования и приличное воспитание? Вначале следует избавиться от мифов. Сеть пестрит сообщениями, что ум передается только по женской или только по мужской линии. Это заблуждение, ибо учеными установлено, что интеллект в равной степени мы наследуем от обоих родителей. На все эти вопросы ответы дает психогенетика, наука, которая изучает наследственность и формирование психологических качеств человека. Говорят, что когда родился первый генетик, Бог заплакал, а когда появился психогенетик, то Бог зарыдал навзрыд. Психогенетика — наука, возникшая на стыке психологии и генетики. В переводе с латинского означает «происхождение души», а если точнее, то психогенетика изучает наследственность психологических качеств человека, интеллекта в том числе.
Шутка психогенетика Инны Владимировны Равич-Щерба, приведенная выше, отнюдь не уменьшает сложность научной задачи по определению факторов, которые влияют на происхождение ума. Наоборот, здесь и ученым, чтобы отыскать истину, и нам с вами, чтобы их понять, понадобится незаурядный интеллект. Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии под руководством Аяна Дири провели исследование 240 тысяч образцов ДНК людей со всего мира и определили, что существует не менее 500 генов, которые участвуют в формировании интеллекта человека. Давно известно, что на развитие интеллекта существенно влияют окружающая среда и гены. Наше исследование выявило, какие именно гены ответственны за интеллект. Кроме того, возможно, здоровье и интеллект связаны так, как на них влияют одни и те же гены, рассказал Аян Дири о результатах работы. На основе этого открытия ученые из Саутгемптонского и Гарвардского университетов провели тестирование данных из английского банка биоматериалов, созданного для изучения болезней человека. Исследователям удалось определить уровень IQ независимой группы людей, используя только данные их ДНК, и констатировать, интеллект — это наследственная черта. Порядка 50–80% различий в интеллекте можно объяснить генетическими факторами. Также в ходе исследования было установлено, что наличие у человека интеллектуальных генов снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и ожирение. А низкий уровень интеллекта напрямую связан с более ранней смертью человека. Мы увидели, что люди с более высоким уровнем познавательной функции имеют лучшее физическое и психическое здоровье, а также большую продолжительность жизни. Подвел итог работы руководитель проекта Дэвид Хилл. Но в среде психогенетиков существует и немного иная точка зрения, подтвержденная экспериментально. Ученые из Ратгерского университета в США определили, что роль наследственности в формировании интеллекта весьма завышена. Особенно это касается детства, когда влияние окружающей среды и образования превалирует как фактор происхождения ума. В ходе исследования было установлено, что в начале жизни роль наследственности не превышает 30%. Интеллект однояйцевых близнецов, которые воспитывались в разных семьях и в разных условиях, кардинально отличался по показателям, несмотря на генетическую идентичность испытуемых. Это значит, что воспитание и образование в ранние годы жизни человека может существенно повлиять на уровень интеллекта. Авторы работы считают, что дети начинают учиться слишком поздно, и момент наибольшей податливости их ума оказывается пропущенным, а потому рекомендуют внести коррективы в систему образования. Несмотря на различные результаты исследований, общепринятой в настоящее время среди психогенетиков цифрой наследования уровня интеллекта считается 50%, а это означает, что половина дела сделана до нас природой, а вторая половина возможностей находится в окружающей среде. Но следует озвучить и главную особенность, а именно изменение роли наследственности в формировании интеллекта по ходу жизни, от рождения до смерти. На момент рождения ребенка влияние родительской наследственности составляет 20%, а влияние окружающей среды — 80%. В подростковом возрасте наследственность определяет 40%, а среда — 60%. В период же совершеннолетия на уровень интеллекта человека в равной степени, по 50%, влияют и генетика, и мир вокруг. К старости же роль окружающей среды стремительно уменьшается, а роль наследственности, наоборот, увеличивается до 80%. Вот почему детский ум подвижен и легко прогрессирует в любом из заданных извне направлений, а в старости мы не меняемся и почти не способны поднять уровень своего интеллекта, даже если и захотим. Все знают, как легко пользуются смартфонами дети и как сложно это дается их дедушкам и бабушкам. Как просто в детстве выучить любой иностранный язык и как этого невозможно достичь в зрелом возрасте. Какие же выводы мы можем сделать из всех этих научных открытий? Можем ли мы стать умнее своих родителей?
и превзойти уровень генетически предопределенной глупости. Получится ли при помощи образования и воспитания повлиять на генетический приговор? Или достаточно смиренно принять свой удел и обрести счастье там, где оно нам доступно? Ясно одно. Если мы хотим стать умнее своих родителей, то должны с раннего детства жить в благоприятной для развития уровня интеллекта среде, общаться с умными людьми, много учиться, правильно питаться, избегать пустой траты времени и опасаться всяких дурных привычек, не пробовать наркотики и не употреблять алкоголь. Обычно, если нам повезло с генетикой родителей, то нам повезет и с окружающей нас средой, ибо умные родители, как правило, по-умному воспитывают своих детей. Они заботятся об их всестороннем развитии и делают все необходимые шаги, чтобы максимально развить творческие способности детей, дать им шанс на успех и проездной в огромный мир, куда каждый из нас неумолимо попадает и где его совсем не ждут. Всегда есть возможность обратить усилия взрослого и умного человека на образование и воспитание собственных детей, которые могут увидеть больше и пойти дальше. Всякое волевое усилие в учебе с целью расширения объема знаний о мире и любые упражнения по тренировке памяти, логики и сообразительности способны, если не сделать нас умнее самих себя, то хотя бы помочь обрести достоинство образованного человека, что всегда придаст нам уверенности в жизни и увеличит шансы на долгую и счастливую жизнь. Так что же такое наш ум, подарок судьбы, который нужно просто принять, или инструмент, который мы обязаны наточить сами? Ясно одно — гены дают нам карту, но маршрут мы выбираем сами. А как считаете вы, ваш интеллект — это заслуга родителей или результат ваших собственных усилий и сотен прочитанных книг? Пишите свое мнение в комментариях. Давайте устроим настоящий интеллектуальный штурм. Если это видео заставило вас задуматься, обязательно поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которым не безразлично свое развитие. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски о тайнах человеческого мозга. Становитесь умнее вместе с нами. До встречи в следующем видео.